Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, я хочу показать вам вот такой необычный дар, который мне подарила наша зрительница. Зовут ее Нила. И немного рассказать о роли вот таких атрибутов в магии. Я очень много вам рассказывала и о шкурах зверей, и о части тел, о лапках, язык, значит, да, зверя или змеи, выползок и прочее, прочее. Очень много различных методов магии. И этому посвящено много лекций моих. Можете искать и найти атрибуты в магии. Но магия неисчерпываемая тема. Естественно, сколько ни рассказывай, все равно останется еще что-то недосказанным. Поэтому сегодня еще кое-что вам расскажу. Заодно и покажу, и поблагодарю. Значит, первое, это у нас волк. Волчий жир. Давайте сейчас открою. Такой зеленый флакон. Он внутри находится. Он не зеленого цвета. Мне отправляли и барсучий жир, и медвежий жир, и даже медвежий жир был с медом перемешанный. Это в целительных таких целях. Змеиный выползок, редкие шкуры змей, черная кобра, я вам показывала, не буду сейчас вытаскивать. Волчий жир. Вообще, чтобы вы поняли, какой имеет смысл вот эти все атрибуты в магии, что они дают, для чего они вообще существуют. Казалось бы, ну что может дать волчий жир? Ну, волк, зверь. А вот и нет. Во-первых, есть разница. Черные волки, белые волки, волчица, волк. Мне отправляли влагалище волчицы. Это для восстановления сексуальной энергии у женщины. Ну и не только, конечно. Это еще вызвать похоть, это еще восстановить семью. Да много всяких ритуалов. И можно делать и приворот на это все. Ну, естественно, это делают профессионалы. Простой человек понятия не имеет. Вот смотрите, волк. Энергия каждого зверя, он имеет особое значение в магии. Кроме того, что звери выполняли особые функции, они считались проводниками между людьми и богами. Извиняюсь, отвлеклась немного. Итак, кроме того, что волки, они сопровождают силы, сопровождают богов, кроме того, что они являются символом бесстрашия, свободы, называют их проводниками темных сил или проводниками магии. Ну, в некоторых культурах, например, волки – это олицетворение белой, светлой силы. Так что, ну, в каждых культурах имеет свое значение. Вот для чего, казалось бы, вот вопрос, шкура волка, коготь, клык волка, ну, медведи и так далее. Сейчас про волков говорим, то есть волков, потому что жир волчий. Дорогие друзья, испокон веков во многих культурах и в магии, и вообще в изначальных религиях народов считалось, что присоединяя себя к эгрегору, я уже об этом говорила, к общему эгрегору вот этого вот живого существа, человек берет определенные черты его характера и берет его защиту. Вот смотрите, волк целенаправленно выслеживает добычу. Поэтому в северных культурах, например, мальчик становился мужчиной, когда убивал волка и спал на шкуре волка. Считалось, что он теперь целенаправленно будет идти к своей цели всю жизнь. То есть у него волчий характер будет теперь.
Шаманы надевали на себя волчью шкуру для того, чтобы их ритуал достиг цели. Для того, чтобы присоединиться через волчью силу с духами предков. То есть к духам предков. И вопрошая, получить у них ответы. Волчий клык. Я извиняюсь, меня собака отвлекает. Она одна осталась внизу. Вот от скуки не знает, что делать. Так вот, волчий клык. Оберег. Волчий клык, заговоренный волчий клык, оберегает своего хозяина от нападок, дает ему внутреннюю силу противостоять и как бы насаживает на свой острый угол, да, клыка, так считается, тех темных духов, которые приходят его губить. То есть волчий клык как оберег. Если он треснул, нужно выкинуть. Если внезапно во время драки его сорвали, надеть нельзя, потому что считается, что он берет на себя уже всю эту черноту, всю эту опасную энергию. И, собственно говоря, уже не нужен тому, кто носит. Жир волка. Он может использоваться двояко. Во-первых, волки очень верные звери. Они создают пару на всю жизнь. И поэтому волчий жир может пригодиться как в ритуалах, значит, привязки, приворота, но и для ритуалов расставания. Для того, чтобы из вашей жизни ушли ненужные люди. Элементарно. Если вы хотите, чтобы мужчина из вашей жизни просто ушел с определенным заговором, есть определенный заговор, который, говорят, ведуны заговаривают на волчий жир и отдают человеку. Надо смазать волчьим жиром его обувь. Через некоторое время он уйдет и больше не вернется. Если смазать волчьим жиром, значит, входную дверь или сверху входной двери слегка, то люди, которые у вас дома гостят и вам надоедают, может быть, там родня мужа, еще кто-нибудь, ну, может, его друзья, может, ваши родственники, неважно. В общем, человек, которого не можете вы проводить, но как бы он и вам неприятен. Через некоторое время он уйдет и больше к вам в гости не сможет приехать. Ну, у него обстоятельства всегда будут складываться так, чтобы он к вам не доезжал. Много различных ритуалов, связанных с волчьим жиром. Волчий коготь помогает человеку найти свое место в коллективе. Со временем стать, может быть, вожаком этого коллектива. Потому как волк добывает еду клыками и в основном когтями хватает. И тот, который добытчик, более всего уважаем в стае, потому что он кормит стаю. И со временем, когда вожака не становится, кого ставит главным? Того самого добытчика, да, Акеллу, который промахнулся, но и то уже на старости лет. Так вот, волчий коготь заговаривали, отдавали людям, которые хотели достичь карьерного роста, успеха. То есть это все символично, и это реально, и это работает. Это не просто, скажем так, для такой вот таинственности. Это реальность, и в магии это используется. Так что это у нас волчий жир. Далее язык волка. Это соленый язык волка. Его надо или быстро использовать, или положить в холодильник, что я и сделаю, собственно говоря, потому как он мне еще будет нужен. Волчий язык используется для мира в семье, для остановки войны среди родных людей. Волчий язык используется для того, чтобы достичь компромисса в каких-то делах. Именно волчий язык, не волчицы.
Потом на верность мужа сушат волчий язык и хранят дома с наговором, естественно, закрывая там обматывая красной нитью, и через некоторое время мужчина ссорится со своей любовницей и возвращается к жене и навсегда остается с ней. Потому что волки кто? Верные звери своим волчицам. Вот как происходит. Давайте далее. Это жир змеи. Это змеиный жир. Я хочу вам сказать, что змеиный жир очень хорошо помогает где-то рождаемости женщины. Жир, подкожный жир змеи, жир определенных органов змеи, которые отвечают за деторождение. Змеи могут родить даже без определенного контакта с самцом. У некоторых змей, самок, есть определенный запас. Они оставляют вот этот запас на долгие годы. То есть запас, грубо говоря, да, частицы вот самца. И через некоторое время они воспроизводят потомство, когда остаются одни. Эта способность змеи, она настолько была, то есть ценна в древности, что знахари именно вот жиром змеи и определенным наговором вызывали у женщин беременность, деторождение. Считается, что змея активизирует вот спящую матку женщины. Есть такое, знаете, такое определение: холодная матка и горячие. То есть это активные и неактивные органы. Женские органы ленятся, есть такое выражение. То есть у женщины все в порядке, идет по врачам, все нормально, никаких проблем нету, но она родить не может. Потому что у нее ленится просто вот именно деторожденный, рождаемая вот вся эта система. Змея находит выход из любой ситуации. Поэтому для того, чтобы не могли конкуренты иметь какое-либо влияние на человека, наговаривали на змеиный жир, извиняюсь, и носили в маленькой емкости, может быть, там пузырьке с собой. Это издревле. Змеиный жир носили византийские императрицы для того, чтобы оставаться единственной вот в этом огромном гареме императора и управлять всеми, чтобы быть старшей, важной, главной. Змея добавляла человеку особую защиту для того, чтобы она могла преодолеть, то есть выползти из всяких капканов, из любой ситуации. Рассказывать долго, я как-нибудь вам ритуалы с этими ингредиентами покажу, естественно. Ну, что сказать, спасибо большое. Конечно же, мне это все пригодится. Бесспорно. Ой, это тут продырявилась. Сейчас, секунду. Я разложу в особый сундук, сохраню и через некоторое время покажу. Но есть, конечно, такие ритуалы, которые можно дать всем, определенные работы, но они в таких экстремальных случаях в основном это должны делать практики. Спасибо большое за эту красоту. Пойду далее делать работу. Вчера не все успела вам снять, показать. Сегодня я должна все-таки все успеть. Всем удачи и всех благ.